друзья. Добрый вечер. Мы в эфире на канале Натальи Кондратьевой. И всем привет. И сегодня мы обсудим тему про разрешение на успех, да, Наталья? Мгм. И почему это так важно для каждого из нас. Да, ну, примерно Да, так, если вкратце. да, да, Ну, да, вот, да. Ну, как-то. и, И собственно, первый вопрос так и звучит, да, почему, что такое, что это такое вообще, да, разрешение на успех, и почему это мгм. действительно важно. Вот, самый основной вопрос. Слушай, а это так просто из практики получилось, потому что вот, ну, возвращаясь, кстати, к примеру, к тому видео, которое мы с тобой ранее снимали, когда мы ищем с человеком, как-то, к чему он предрасположен, ну, как-то его задатки, таланты и что он вообще хочет реализовать. Иногда вокруг него прям такая, знаешь, такая. Она выглядит иногда как чешуйки такие рыбьи или как такие, знаешь, кусочки глинин, как будто он в каком-то глиняном костюме. Так вот я думаю, что, ну, вот эта вот энергия какая-то такая проявляется. Сначала мне было непонятно, а потом прямо вот, ну, в результате работы ты просто понимаешь, что это есть такие люди, которым, ну, в силу обстоятельств либо в детстве не дали разрешения, ну, когда они как бы застряли в этом, что нельзя быть, вообще нельзя быть, ну, нельзя отсвечивать, нельзя быть заметным по тем или иным причинам. Ну, может, какие-то, знаешь, там, не знаю, Мгм. были какие-то истории в семье, где вот, ну, не стоило быть, выделяться как-то, знаешь. Вот. Или, скажем, а можно было выделяться, но так чуть-чуть, вот чуть-чуть, чтобы не сильно быть заметным. Ну, так, занимать такое маленькое ме маленькое место в мире, не сильно отсвечивает. Вот. И это, ну, это, конечно, прям физически, знаешь, тормозит процесс твоей как-то заметности в мире, потому что, ну, из-под этого кирпичного саркофага как-то сложно, знаешь, это взаимодействовать с миром на полную катушку. Мгм. Хорошо, понятно. А вот, ну, ты ответила, да, уже на вопрос, что как это может быть вот с точки зрения метафизики вообще выглядеть, да? Ну, А вот как, ну, как вообще, ну, как выглядит жизнь человека, когда у него нет этого внутреннего разрешения на успех? ну, Ну, это, знаешь, так это, в лучшем случае это такой, среднестатистический маленький скромный человек, который ходит там на работу, вот, получает какую-то зарплату. И, может быть, и это есть хорошо, когда его все устраивает. Ну, например, он не хочет там что-то менять, и, в принципе, ему хорошо. Лишь бы там лишний раз не приставали, все было бы окей. Но когда он задается вопросом, например: "А я бы хотел большего, а я бы хотел ну, я бы хотел лучше, больше, шире, я бы хотел что-то, ну, быть заметнее в этом мире", и он чувствует, что у него как-то плохо получается. Вроде как бы старается, старается, а не очень-то получается. Вот тогда да, тогда это вот как раз и есть тот самый случай, когда стоит об этом задуматься. Мгм. Ну, то есть есть какие-то внутренние амбиции, да? Есть, Ну да. но по сути, как бы ты находишься на каком-то таком, в таком положении, да, и эмоциональном, и вообще с точки зрения физического мира, да, в неудовлетворенном таком состоянии, когда тебя эта ситуация не устраивает, но ты в ней находишься, есть такие, ну, серьезные амбиции. Ну Да? да, да, да. Потому что, Мгм. да, когда их нет, значит, это что ж бывает? Ну, бывает. Тихо, скромно, хорошо и хорошо. Может быть, у человека есть какие-то другие радости и цели в жизни, и интересы. Мгм. Ну да, ну, то есть это нужно учитывать, да, тот факт. Просто сейчас наши зрители подумают, что если ты скромно живешь, да, ну, ты всем, то, в принципе, у тебя какие-то есть, нет какого-то разрешения на успех. Но, по сути, ну, не каждому в этой жизни это Да, ну, нужно, мне кажется, правильно? хочется, ты как бы, если ты хочешь, то можно задуматься. Ну, то есть, если ты хочешь расшириться, можно задуматься об Мгм. этом, как тебе это. А если ты не хочешь, ну, это твое прекрасное дело. И у меня родители также вот как бы тихо, мирно, скромно, хорошо и очень счастливы. И никогда, в Мгм. принципе, не мечтали ни о карьере, ни о каких-то таких больших свершениях. Мгм. Ну, это да, вопрос такой, такого жизненного пути и амбиций человека, наверное, скорее Мгм. всего. Так, и тогда вот к следующему вопросу перейдем. Как вот тогда можно вообще, как это сделать? Что это значит и как это сделать, дать себе разрешение на успех? Слушай, а вот есть тут подводный камень, потому что дать себе разрешение на успех может только взрослый ответственный человек.
Мгм. Ну, не все таковыми являются, будучи взрослыми по паспорту. Вот. И мы сейчас с тобой немножко начнем с другой стороны, может, даже проведем маленькую практику, может, у тя с этим хорошо. Взрослый человек — это тот, который не боится принимать решения, не боится, прежде всего, ответственности за свою жизнь. То есть, ну, это человек, который несет ответственность за свою жизнь, либо за несовершеннолетних детей, либо там за животных. Потому что, ну, за ту часть его жизни, которая является, ну, не очень-то разумной на данный момент. Потому что вот у меня вон кот есть, если он хочет выпрыгнуть с балкона, понимаешь, это моя ответственность, чтобы он не выпрыгнул с балкона. Но если это другой чужой взрослый человек, у которого тоже есть разум и, в принципе, он интеллектуально сохранный, то это все в зоне его ответственности. Вот. Но прежде всего мы должны говорить о зоне своей ответственности. Можем мы нести ответственность за свою жизнь или не можем? Понимаешь? Или, может быть, нам удобно в детской позиции? Может быть, и такое. Потому что вполне себе иногда это такая удобная история, когда кто-то несет ответственность за твою жизнь. Мгм. Ну, слушай, ну это же вот, даже вот на собственном, на личном опыте я могу сказать, ну, такая серьезная проблема в обществе. То есть, Ну да, 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 у меня даже клиенты были такие, говорят: "А я не хочу быть взрослым". Ну, в смысле, мы вот там что прорабатывали с родителями, то есть, ну, она говорит: "Мама там или папа не видят во мне взрослого человека". Я говорю: "Так надо вот как-то, ты же уже взрослый человек". А она такая в полу таком состоянии в терапии, говорит: "А я не хочу быть взрослым человеком". Вот, поэтому это такая большая, конечно, история. Но мы с тобой можем чисто просто диагностически сейчас, например, потрогать, как, например, у тебя с ответственностью. Вообще-то у меня такой любимый подопытный кролик. Мне кажется, через несколько еще эфиров надо будет брать у тебя обратную связь, как, как поменялась твоя жизнь. ну, у меня есть такие, кстати, сложности с ответственностью. Вот. Поэтому поэтому мне эта тема очень актуальна. Поэтому, ну, давай представим, давай вот ты сейчас опять. Ну, опять вот я говорю о том, что я использую методику, когда мы не из головы с тобой разговариваем, потому что мысли могут Мгм. нас далеко уводить совсем не туда, и, собственно, мы, ну, они и создают какие-то помехи. А мы немножко вот опускаем свое внимание в тело и вообще представляем, что там происходит в теле, вокруг себя. Вот именно в ощущении, не в мысли, а в ощущении. Мгм. Вот, то есть Хорошо. ты сейчас можешь закрыть глазки, не знаю, там в камеру, не в камеру, как тебе удобнее. Вот. Закрой, вот, дыши Мгм. глубоко, верни своему телу ощущение, желание, возможность чувствовать все, что с ним происходит, ощущать и понимать, что происходит. Представь, что ты стоишь, не знаю, там, в комнате, вот, а где-то Мгм. посередине такая большая и светящаяся ответственность за твою жизнь. Вот она. Как это выглядит? Ты можешь, кстати, описать, как она выглядит. Вот как это тебе ты и можешь описать свои ощущения. Хочешь ты туда подойти, не хочешь ты подойти к этой ответственности за свою жизнь, или она вызывает у тебя любопытство, или ты хотел бы ее с кем-то разделить. Я бы хотел ее сбросить. У меня вообще, знаешь, щас вот, типа, я такой в углу стою, а в центре такой рой мошек. Ага, сбросить. М. Мгм. Сбросить прям совсем? Или Нет, у меня как-то? Или какой-то вот, всё-таки нет, именно вот страх вот, что, такое, страх этого роя мошек. Хорошо. Ну, давай вот так чисто, так сначала, ну, несколько таких крупных мазков. А что бы тебе помогло, например, справиться с этим роем мошек, чтобы ты почувствовал себя, в общем, что ты можешь с ним справиться? Ну, вот, я начинаю вот расти, как бы, когда я, типа, вырасту. Вот. Слушай, а может, вот ты уже сколько тебе? Ты уже вырос? Сколько? Нет, ну я прям такой большой вот. Прям большой. И чё, Мгм. чувствуешь, что уже можешь? Ну, что я не, ну, как бы страх, что я не боюсь вот этого роя мошек, Вот. что И я как ты такой теперь? большой.
Ты теперь можешь подойти, как-то с ним взаимодействовать? Или, может, он как-то меняется, кстати? Ну да, могу так вот, взять и в руку, и понести. Слушай, ну И как здорово, вот прям вот какая-то такая динамика. Мы на сейчас можем это оставить или все таки продолжить? Ну, не знаю, ну, мы можем потом продолжить. Как ты ну, ощущаешь? можем, да, можем потом продолжить. Ну да, здесь, конечно, у меня там есть свои нюансы. Вот. Ну, это чисто такая, знаешь, все таки М, диагностическая история, чисто такая, немножко демонстрационная, чтобы было понятно, мгм, что таки вот важно мгм, именно, потому что, ну, взрослый человек, он на то и взрослый, чтобы выстраивать равноценный диалог с пространством. Потому что ребенок, ну, кто такой ребенок? Сейчас он строит как бы замок из песка, а потом повернулся, как бы ему не понравилось, и он его растоптал. Ну, собственно, мгм. ну, знаешь, что дети они такие. Не мне тебе объяснять, у тебя есть ребенок. Что они такие вот сегодня так, завтра так, через полчаса по-другому. Да? То есть они не выстраивают вот это вот долгосрочное целеполагание, какое-то долгосрочное взаимодействие с жизнью, ну, не несут ответственности, собственно, ну и собственной жизни-то, по сути дела, непонятно, как с ним взаимодействовать, потому что он сегодня, например, о чем-то договорился, ну, то есть те люди, которые не выросли, они сегодня о чем-то договорились, а завтра, как бы, не знаю, проспали или там, не знаю, там еще чем-то другим занялись, или вообще плюнули на, на это дело. У меня, кстати, есть такие клиенты с приличной долей пофигизма, прям совершенно. Ну и они в этом молодцы, они как бы прям пришли на терапию, потому что вот какая-то приличная доля пофигизма не дает выстроить диалог. Ну да, это какие-то, знаешь, вот, ну, такие крайности у людей, да, вот, у кого-то, например, гиперответственность, сильная, Да, да. да, с гиперответственностью тоже, и поэтому мы как раз вот в этом упражнении это и говорили о том, что это твоя ответственность, ну, за твою жизнь, Мгм, не знаю, за несовершеннолетних детей и там котиков, песиков, собак, если у тебя есть. Вот, а все остальное это как бы не надо брать чужую ответственность. ну да, да, получается, что так. Так, Вот. что, может быть, может быть, так, Ты потеряла получается, ну, свою не, для нас важно, ну, то есть мы отметили, да, что, вот чтобы взять вот это разрешение на успех, нужно быть полноценной взрослой личностью. Мгм. И, ну, и как мы поняли с твоих слов, да, что, ну, прежде самый главный такой, грааль, да, ну, этого всего — это ответственность за свою жизнь. Мгм. Правильное умение правильно брать на себя ответственность. То есть, Мгм. с одной стороны, не быть супер-гиперответственным, а с другой стороны, не быть, инфантильным, да. Ну, то есть, Мгм. ну и такие, как я понимаю, вот эти проблемы, они все таки с детства, как правило, идут, да? Ну да, да, да. Но это, конечно, такая, знаешь, уже такая история более длительная, ну, и она уже более терапевтичная. Если сам человек не может найти причины того, что происходит, естественно, мы уже ищем вместе. Мгм. Ну, это может быть такая достаточно запутанная история, да? То есть не все так очевидно. Ну, как правило, действительно очень запутанная, если она уходит корнями очень. Чем дальше корни, тем она запутаннее. Это, знаешь, вот у меня, ну, с каждым моего эфира у меня какие-то инсайты появляются. Вот я поэтому и говорю, что тебе надо скоро брать обратную связь. Да, 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 вот я тебе могу сказать, я сегодня, знаешь, так задумался очень, остро. Ну, я сейчас быстро вот просто расскажу, так, пару слов. У Мгм. меня такая была проблема, что вот у меня 2 родителя, и они оба как бы такие гиперконтролёры. Мгм. Вот. И я такой достаточно ответственный человек. То есть, ну, сам по себе, и вот я, если беру ответственность, то мне вот и у меня это переросло в гиперответственность и страх ответственности. То есть вообще Мгм. какая-то такая извращенная история совершенно. Я просто почему это понял, когда, ну, сегодня там, я щас у родителей в гостях, как раз вот в Крыму, я не говорил об этом, да. А, и и я заметил, что мой отец пытается контролировать вообще все. То есть, ну, то есть буквально там каждый шаг. И Мгм. если когда ты далеко находишься, ты же это уже забываешь об этом. А сейчас, ну, находясь прямо в ситуации, ну, вот в этой, да, я такой думаю: а почему, ну, вот откуда у меня этот страх, то, что я боюсь, взять эту ответственность,
потому что боюсь, что меня постоянно кто-то будет контролировать, стоит за моей спиной. Ну да, вот это же сложно, вот как-то соответствовать им все. Ты не то, что берешь ответственность, а еще соответствуешь чем-то ожиданиям, которым должен соответствовать. Да, да, да. Ну, это уже в такую более глобальную вещь перерастает. Вот. Да. А, кстати, ты будешь М. хорошим, сейчас будешь хорошим, опять будешь хорошим подопытным кроликом, мы сейчас с тобой и выясним, можно тебе отсвечивать или нельзя тебе широко и так это, хорошо отсвечивать в этой жизни. Вот. Ну, тоже вот сейчас М. прям маленькую практику проведем, и она больше, конечно, будет диагностическая больше. Вот, и сейчас опять М. закроют клапаны. Я детей не помучаю немножко. Мгм. Вот, вернешь своему телу способность чувствовать, понимать, ощущать, что с ним происходит. И попробуй почувствовать, сколько тебя в этом мире, насколько ты можешь позволить себе большим быть в этом мире. Ничего, что-то тебя сковывает или ничего тебя не сковывает. Ты можешь позволить себе занять достойное место в мире, достойное для тебя, то, которое ты хочешь. Ну, вообще вот какая-то есть, что-то мешает вот мне расшириться. Какая-то Вот, вот. А что тебе защита, мешает? защита, защита, защита такая, знаешь, от внутреннего, от внешнего мира. Какая-то такая типа Мгм. скорлупы, что ли. А как тебе в этой скорлупе? Ну, мало, тесно. Вот, вот это прекрасно. Ну, то есть М. ты можешь от нее, ты бы хотел уже от нее избавиться. Нет, нет, потому что, может, тебе внутри хорошо. Да нет, я бы хотел, конечно, уже, наверное, что мне надоело. А у тебя есть силы самостоятельно от этого избавиться, или тебе нужна какая-то внешняя помощь? Ну, вообще чувствую, что есть Вот, силы. вот, прекрасно. Так дай себе разрешение быть больше, шире, ярче, чем эта скорлупа, и вообще уже разбей её и забудь про нее. Прям почувствуй, как ты наливаешься светом, который вливается в тебя через макушку. И вообще он свет везде вокруг тебя, и вообще избавься уже от этой скорлупы, которая мешает тебе взаимодействовать с этим, с чем-то нечто светлым, добрым и вечным. Ну, вообще так пошло расширение. Я такой: "Ух". Всё получается? Мгм. Получается. Можешь прям, не знаю, дать себе еще раз, как-то установку, что у тебя есть право занимать место в этом мире. Ты можешь даже почувствовать, как прорастают твои корни в этот мир. Ну, там, из ног, не знаю. И это твое место, никто у тебя его не заберет. Ты можешь М. расширяться ровно столько, сколько тебе будет нужно и сколько тебе комфортно. Ну, я прям такое чувствую, что прям такая аж эта энергия пошла, знаешь, так. Шаг, который стал. Здорово. Слушай, ну ты прям М. молодец. Вот. Потом действительно надо взять обратную связь, как у тебя поменяется Мы можем прямо сразу, знаешь, это что как раз у родителей. А поле, оно работает не в зависимости от того, озвучиваешь ты что-то или не озвучиваешь, оно само по себе работает. Ты можешь потом отследить, как поменяются твои отношения ну, с папой или там, с мамой и вообще как-то с родителями. Ну, если вдруг что Ну да, произойдет. да. Это вообще, кстати, когда вот, происходит какое-то переосознание, то человек, ну, все меняется вокруг, отношение людей меняется. Сразу, кардинально. На основе внешнего окружения можно сразу понять, что-то Вот, поменялось внутри или нет. Ну, вот. просто бывает, знаешь, иногда вроде как ты поверхностно что-то принял или не принял, а на самом деле в глубине еще там остаются какие-то корни. Вот, это и как раз есть, смысл терапии, что ты не просто поверхностно, понимаешь? Вот мы не просто с тобой беседуем на самом деле, а мы немножко проращиваем внутри вот эти вот новые твои ощущения. Ну, то есть это не просто на М. уровне умозаключений. Это что-то, что на основе чего потом у тебя в мозгу вырастут новые нейронные связи и фактически сформируют какую-то новую линию поведения. Здорово. Вот. Так, ну тогда вернемся к нашей теме. То есть по итогу вот мы ответственность,
ты уже затронул тему ответственности. Может быть, что-то еще какие-то, ну, дополнительные, может, при работе нужно учитывать дополнительные вещи какие-то? Я бы еще учитывала понимание, что такое успех. Успех же это не что-то такое, знаешь, что вот прям свалилось вот неожиданно. Взяло и Мгм. свалилось. Как бы непонятно откуда, непонятно чего и непонятно. Успех же он может возможен быть только в тех случаях, когда вы делаете что-то уникальное, то, что, например, никто не делает. Или вы делаете что-то лучше, чем кто, ну, чем многие это делают. Потому что если я делаю Мгм. то, что делают многие, делаю весьма посредственно, ну, как бы меня весьма легко заменить. Мгм. Поэтому надо вот найти как бы вот эту вот историю. Вот. И она, чем ближе, на самом деле, эта история, чем ближе, чем вы больше проявляете себя согласно собственной природе. Вот согласно каким-то внутренним, знаешь, прекрасным ощущениям, вот я делаю что-то, что приносит мне удовольствие, и я это делаю настолько кайфово, что вокруг меня, вот, знаешь, прямо я однажды это видела, первый раз я это увидела, когда, ну, поскольку вот это вот какая-то, знаешь, история с видением открылась недавно, я увидела потрясающего человека. Мы с мужем ходили на дегустацию вин. Вроде бы Мгм. казалось, сомелье, понимаешь, ничего такого фантастического. Она, ну, то есть она не открывала космос, там, не изобретала там чего-то. Но она настолько потрясающая, вот это вот, вот человек вот это все делал, и она вот, она прямо, если на тонком плане, она прям искрилась чем-то таким золотым, ну, вот она просто вот, от нее такие прям искры, это было так потрясающе, ну, человек просто занятый своим делом, и она вот, помню, я о чем то её спросила, она говорит: "Здесь надо посмотреть мне график, потому что я очень как бы занятой человек". То есть, когда ты, занимаешься тем, что действительно тебя вдохновляет, это как бы вот действительно это и есть та часть, которая вот, на которую как бы, а, ну, с большей частью ты можешь быть востребованным в этом, потому что ты действительно становишься очень энергоемким и интересным в этом процессе. Ну да, ну Вот, вообще ну, увлеченный человек, если конечно. То есть это, знаешь, это надо честно с самой собой поговорить. Умею я что-то делать лучше, чем другие, или делаю я что-то такое уникальное. А если я не делаю, могу ли я чему-то научиться? Ну вот уже из сегодняшнего состояния. Потому что если я, например, в юные годы мечтала стать артисткой балета, понятно, что в 50 лет я уже не стану, если я не стала артисткой балета, и не надо, значит, как-то это вот, ну, вся эта энергия, она может уходить в сожаление, потому что действительно в человеке есть большой творческий потенциал, а он, может быть, не Мгм. реализовал. Мгм. И поэтому мы можем вот искать вот эту собственную природу, вот то, что соответствует тому, чтобы я был самим собой. И и это как бы, ну, уже из сегодняшнего состояния, из того, сколько мне сегодня лет. Может быть, да, вспомнить, что меня вдохновляло в детстве, но при этом все-таки сделать поправку на возраст. И сейчас мы можем сделать с тобой, кстати, еще одну маленькую интересную практику. Ты прям сегодня- Я надеюсь, ты будешь хорошо сегодня спать. Вот. Давай, расслабляйся. Давай. Мгм. Верни себе возможность ощущать, понимать, что происходит с твоим телом. Мгм. Зайди, представь, что ты стоишь на пороге комнаты. А в Мгм. этой комнате, когда ты зайдешь, там будет твой собственный, там будет, ну, вот костюм, который соответствует твоей природе, который соответствует лучшему пониманию тебя, то, что ты хотел бы, как бы ты хотел себя проявлять. И именно так, как бы это еще приносило тебе удовольствие и было максимально востребовано в обществе. Вот, ты сейчас, когда откроешь дверь, ты можешь увидеть, как этот костюм выглядит и вообще. Ты можешь почувствовать, можешь ты его одеть, не можешь ты его одеть на сегодняшний момент. Если можешь, то и прекрасно. Если не можешь, можешь почувствовать, что тебе не хватает, чтобы его одеть. Вот, давай, открывай потихонечку дверь и Мгм. смотри, что там находится. Там хоть что-то есть? Ты так серьезно? Я просто пытаюсь увидеть, но что-то как-то мне
Ну, может быть, это не костюм, может быть, это какой-то супершлем, который даст тебе какое-то вот понимание, возможность там, понимания себя, я не знаю. Вообще любой артефакт, не знаю, какой-то там меч, знаешь, понимаешь, или что-то такое. Меч джедая. Не, ну меч вот я вижу какой-то золотой. Ты можешь Ну, его есть взять? золотой. Ну, вообще, да, вот я беру его, да. О, здорово, слушай. Это дает тебе что-то новое в понимании тебя самого? Есть какие-то новые ощущения? Ну, мне как-то вот я легко так с ним обращаюсь. Какая-то легкость. Легкость, да? Ну, здорово, слушай. Мгм. Ну, как, короче, как ниндзя. Ниндзя с мечом. И эта легкость, тебе бы хотелось ее как-то в жизни применить, эту легкость? Ну да, да, конечно, хотелось бы. Здорово. И ты можешь подумать на тот вопрос, если сейчас придет ответ, например, как бы ты мог это применить, ты можешь сейчас ответить. А если нет, он может прийти потом, впоследствии. Ну, как какая-то уверенность, что ли, уверенность, ответственность. Слушай, ну, потрясающе. Мы с тобой возвращаемся к началу диалога. Вот. Ну, видишь, то есть, фактически, видимо, что-то связанное с легкостью, уверенностью делает тебя более социально таким большим, значимым и заметным. Надо, может, Ну да. привнести в свою деятельность что-то такое, знаешь, такое, что-то легкое, не игривое, не знаю, не игривое. Такое совсем. Вот, и ты потом можешь заметить, каковы будут результаты. Ну да, есть, ну, как вроде как, уверенность рождает легкость, что ли. Слушай, ну это То есть, потрясающе. Да, и это вот, ну, это твоя какая-то такая история, потому что каждая история она индивидуальна, поэтому мы и ищем некую такую индивидуальность прежде всего, потому что у каждого вот эти вот внутренние ментальные конструкции, которые для него работают, они будут абсолютно индивидуальны. Ну, вот как-то так, если вкратце. Вот, ну всё. здорово. Я для себя многое открыл. Вот. Я, пожалуйста, потом попрошу написать, не знаю, где-нибудь отзыв в "Телеграме" или, не знаю, там на канале. Пишите отзывы. Ну и подожди, мы еще, ну, не в этот раз, а вообще там еще парочку чего-нибудь, а потом напишешь. Хорошо, Эфиров. Ну, договорились. вот, всё, ну, как бы вот, если у тя нет дополнительных вопросов, это как бы такой, знаешь, большой каркас, о чем бы я хотела поговорить. Вот такие небольшие наметки. Мгм. Вот. О том, Так, что действительно ну, то есть мы получается, да, у нас практика, еще раз практика. ну, практика, она, видишь, она такая чисто, просто она диагностическая. Именно, ну, ты же ощущаешь, что у тебя случились какие-то инсайты. Не потому, что Мгм. ты думал от головы, и что-то происходит в твоей голове, потому что ты ловил ощущения, именно какие-то первые спонтанные ощущения, которые тебе приходили. Потому что Мгм. часто вот эти вот паттерны поведения, они настолько у нас уже частые, настолько мы ими часто пользуемся, что мы их даже не осознаем, почему мы поступаем так или иначе. То есть мы даже если, ну, там как-то словесно будем проговаривать, то мы не можем, нам плохо, ну, сложно будет это понять, нежели представить, да, как-то визуально. Ну, скорее всего, да. Но знаешь, видишь, просто когда ты просто проговариваешь, ты как бы ходишь по вот этой уже ментальной карусели, которую ты уже создал. Вот. Но Мгм. некоторые нет. Есть потрясающие люди, которые хорошо проговаривают. Даже в процессе проговаривания с кем-то у них рождаются инсайты. Это тоже такое бывает. Вообще, как бы психолог- это просто мастер, задавания нужных вопросов. Вот. А есть потрясающие люди, которые сами себе могут задать эти вопросы. Если у вас получается, то это потрясающе. Ну, собственно говоря, вы можете себя о чем то спросить честно. Вот тот вопрос важен честности, и получить для себя какие-то очень важные ответы. Мгм. А в других случаях все-таки потребуется Ну, проводник, так да? проще, понимаешь? Просто потому что, человек со стороны, ну, со стороны, он же не внутри тебя, он все равно со стороны, ему немножко виднее,
просто со стороны виднее, как работает система, чем она внутри работает. Мгм. Понятно. Ну, то есть, Ну, получается, мгм. собственно, наверное, будем заканчивать, да, потому что, в принципе, Да, в общем, разобрали да, мы вот вопросы. так это вот именно такой я хотела какой-то каркас выдать, и чтобы не размазывать его. Потом можно эту тему можно продолжить, потому что там, всё, что связано с успехом, это очень обширная тема. Есть такая штука, как страх успеха. Оказалось, это один из самых больших страхов вообще, который Мгм. сознательно может быть, потому что он затрагивает очень и очень многие вещи. Вот, поэтому, но если мы сейчас еще будем говорить про страх успеха, мы еще можем поговорить еще на час. И на про всё сразу. Ну вот. Мгм. Ну, то есть давай тогда в следующий раз, да, про Мгм. это поговорим. Ладно, всем спасибо. Вот Александр, добрый вечер тут сказал нам. Ну, Да, Александр, вам тоже добрый вечер. да, пока. Пока. Все, пока-пока. Пока.